Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня будет совсем необычное видео. Сегодня я буду размышлять на тему сюжета Наруто. Данная мысль для видео у меня возникла во время очередной бессонницы. Хотя я больше думал про Кагую, Хагарому, Хамуру, Индру и Асуру. Ну, типа Наруто это реинкарнация Асуры, а Саски это реинкарнация Индры. И они хоть не братья кровные, но братья духовные. А еще Хагарома их предок, а также духовный отец. А Хината вообще предок Хамуры, и все они очень-очень дальние родственники, так как кланы Удзумаки и Сенджу потомки Асуры, Учиха потомки Индры. А по идее Бьякуган был у Хамуры, и клан Хьюга это вроде как потомки Хамуры, а Хамура дядя Асуры и Индры, а Кагуя вообще их бабушка. То есть все эти 4 клана потомки Кагуи. И вот в чем вопрос. Внучка Наруто, Саски и Хината в принципе может соединить все гены Кагуи в себе, и по идее Кагуи будет ее духовной прапрабабушка. И будет ли она равной по силе Кагуи? А Рениган у нее будет с рождения? Или все же Бьякуган? А может всего лишь Шаринган? Но это не так важно. Впрочем, это уже совсем другая история. Это совсем другая история. В принципе, это уже невозможно, так как Боруто не обладает Бьякуганом. С аниме Наруто я познакомился совсем недавно, несколько лет назад. После просмотра Черного Клевера мне захотелось посмотреть что-то подобное. А так как Аста и Наруто очень сильно похожи по характеру, оба сироты, оба очень крикливые, и у них всегда все не получается. Внутри них сидит страшное чудовище. А еще они хотят стать королем чародеев и Хокаге соответственно, что примерно одно и то же. Поэтому я и решил посмотреть Наруто. Данное произведение превзошло все мои ожидания, если, конечно, не считать филлеры. Они очень скучные. Хотя временами попадаются интересные, но это скорее исключение из правил. Просто представления о данном произведении у меня сложились ложные. Еще в детстве я видел по телевизору Наруто отрывками, максимум в минуту, несколько раз. И на тот момент мной было просмотрено несколько серий покемонов и почти полностью Шаман Кинг, у которого мне всегда не удавалось посмотреть первые 2 серии в начале и финальные 2-3 серии. Поэтому в моей голове сложилась такая картинка. Наруто хочет стать Хокаге. Он использует чакру для разных техник. Чакра это, наверное, как фурьока у шамана. А еще у него команда из 3 человек, и он участвует в каком-то турнире. Наверное, в котором победителю достанется титул Хокаге. Ну, типа как в Короле Шаманов Король Шаманов, а тут Хокаге. Я же видел турнирную сетку. А еще в Короле Шаманов тоже были командные бои по 3 человека. Но в этом мире есть разные звери с разным количеством хвостов, и их тоже используют в битвах. Наверное, это как в покемонах покемоны. Но только в покемоны сражаются друг с другом, а тут люди используют силу зверей сами. Ну, как единение в Короле Шаманов, но только тут вместо духов звери, которых они, наверное, ловят как в покемоне. Я ведь точно видел, как Наруто использует силу лиса, а вокруг него была некая энергия, похожая на духа. Ну, прямо как в Короле Шаманов. Звучит не очень, пожалуй, это смотреть не буду. Вот так вот я и совершил ошибку. На самом деле, это легенда. Классика. Драма в декорациях шиноби. И сюжет здесь такой сильный, такой драматичный. И что мне больше всего понравилось в сюжете, так это... это тип Забуза, злодей. Хотя нет, у него просто детство было тяжелым, а выпускной экзамен из школы вообще был королевской битвой. А вот этот тип Итачи точно злодей. Он же перерезал весь свой клан. Хотя большую часть работы за него выполнил другой. И это было для предотвращения войны во избежание пролития большей крови. А еще он остался верен своему поселению и вообще он двойной агент. Ну ладно, ведь Какаши тоже убил своим Чидори много людей. И он ведь не злодей. А как насчет вот этого злодея, Нагата? Он ведь стер с лица земли целое поселение и убил стольких людей. Что? Он лишился родителей во время войны, а потом его предали и убили лучшего друга? Вот он и сломался? А как же... Что? Он уже всех воскресил обратно, пожертвовав собой? А чего стоит история Гаары, Сасори, Обита, Мадары, Кабута, Арачимару? Да даже сама Кагуя стала злодейкой после того, как люди попытались убить ее. То есть в сюжете нет однозначных злодеев. Хотя нет, есть. И я про тебя, Данза. И Черный Зетсу. То есть в Наруто сюжет очень глубокий, очень драматичный, и, что самое главное, все персонажи раскрываются, а мотивы злодеев ясны. Но так как произведение писалось несколько лет, в нем есть сюжетные дыры, несостыковки и логические ошибки, и сегодня мы поговорим об одной из них. Должен вас предупредить, что данное видео полностью состоит из спойлеров, и если не хотите узнать спойлеры, то вам лучше не смотреть. Так, думаю, от зануд мы избавились, можно начинать. И да, кстати, я ни в коем случае не пытаюсь очернить данное произведение. Сюжет Наруто мне понравился, и найти сейчас что-то достойное очень сложно. Начнем, наверное, с предыстории мира шиноби. Некая Кагуя прилетела на Землю.
На Земле у нее родились двое сыновей – Хагарома и Хамура Ооцуки. Нас интересует только Хагарома. Хагарома Ооцуки, он же мудрец шести путей, он же создатель нинджу, который позже с помощью Индры перерастет в ниндзюцу, и он же создатель 9 хвостатых зверей. Но нас интересуют его дети, а именно Асура и Индры Ооцуки, которые постоянно реинкарнируют. Так, думаю, пока что мы на этом остановимся. Нужно плавно подвести сюжет к 4-й мировой войне. Теперь поговорим про технику нечестивого воскрешения – Эдо Тенсей. Но для начала я должен уточнить, что все души после смерти попадают в загробный мир. Но при этом души могут не попасть в загробный мир, а могут быть запечатаны в желудке бога смерти. Ну ладно, допустим. В таком случае Эдо Тенсей не работает. Хотя давайте предоставим возможность объяснить, как работает Эдо Тенсей Кабуто. Я поясню. Эта техника основана на технике призыва. Я призываю душу умершего человека в наш мир. Чтобы сделать это, мне нужна часть тела того, кого я хочу вернуть к жизни. Эта часть должна содержать ДНК, благодаря которой нечестивое воскрешение и работает. Кроме того, если душа не в загробном мире или запечатана где-либо, то воскрешение не удастся. В прошлом Орочимару сама безуспешно пытался воскресить 4-го Хокаге. У него не получилось, потому что бог смерти уже забрал душу Хокаге при помощи печати бога смерти. Во время вторжения в Каноку, 3-й Хокаге также использовал эту технику. Чтобы запечатать 1-го и 2-го Хокаге. Что значит, техника нечестивого воскрешения не сработает на 4 Хокаге? Именно. Я вернул к жизни многих, но добыть их ДНК было не так уж просто. По сути, это осквернение могил. Трудно опознать разлагающиеся трупы. Из-за этого воскрешение зачастую не удавалось. Вот как эта техника выглядит. Вот так живой человек становится сосудом для души мертвеца. Техника завершена. Эту технику можно назвать сильнейшей техникой в мире шиноби. 2-й Хокаге разработал ее, а Орочимару сама усовершенствовал. Лучшее из наследств в этом мире. Я буду управлять им при помощи этого свитка. Отныне он исполняет все мои приказы. Все способности, что были у него при жизни, теперь может использовать и воскрешенный человек. И теперь он моя послушная кукла, исполняющая все мои приказы, без возможности умереть. Включая даже редкие способности, такие как Риннеган Мудреца Шести Путей и Шаринган Итачи. К сожалению, я не смог найти труп Учихи Шисуи. А тело Джирай покоится глубоко на дне океана. Что касается правого глаза Данза и Пейна, у меня нет их ДНК. Не перегибай палку. Ну, неважно. У нас более чем достаточно фишек. Подобная техника обязана иметь опасные последствия. Самая замечательная сторона этой техники в том, что никакой опасности нет. Что? Так и есть. У нечестивого воскрешения нет никакого риска. Ну, а разве что один. Из-за того, что эта техника настолько невероятна и сильна, имя ее владельца может распространиться по всему миру. И как знать, может я стану популярнее, чем Учиха Мадара. А такому отшельнику, как я, это ни к чему. Так что я стану мишенью. Не обостряй. У всего есть недостатки. Будь начеку. Я ценю твой совет.
Единственный риск этой техники в том, что я рассказал тебе о ней все. Похоже, пора. Я предпочитаю уединенные места. Притормози! Ты так и не сказал мне, как остановить нечестивое воскрешение. Ах да, точно. Чуть не забыл. Техника не прервется, даже если убить использующего ее. Возникает вопрос, как же ее остановить? Все очень просто. Все, что тебе нужно, это заставить меня остановить технику, сложив печати собаки, лошади и тигра. При помощи твоего шарингана, к примеру. Или можешь запечатать души воскрешенных. Если это правда, то отлично. У меня смелости не хватает врать тебе. Подведем итоги. Для техники нужен сосуд. Душа должна быть на том свете. Если душа запечатана, ее воскресить нельзя. Следовательно, и живых людей тоже воскресить нельзя, так как их душа находится в мире живых. Теперь нас интересует термин воскрешение. Воскрешение или анастасис. Это концепция возвращения к жизни после смерти. В ряде религий умирающий и воскресающий бог – это божество, которое умирает и воскресает. Реинкарнация – это аналогичный процесс, предполагаемый другими религиями, в котором один и тот же человек или божество возвращается, чтобы жить в другом теле, а не в этом же. Запомните, это важно. Реинкарнация – повторное воплощение, то есть перевоплощение. Также переселение душ – метампсихоз, группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа, в некоторых вариациях только людей, перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Эту бессмертную сущность в различных традициях называют духом или душой, божественной искрой, высшим или истинным я. В каждой жизни развивается новая личность индивидуума в физическом мире. Но одновременно определенная часть я, она же душа индивидуума, остается неизменной, переходя из тела в тело в череде перевоплощений. Ряд традиций утверждает, что череда перевоплощений имеет некоторую цель, и душа в ней претерпевает эволюцию. Реинкарнация, также известная как перерождение или переселение душ, это философская или религиозная концепция, согласно которой нефизическая сущность живого существа, то есть душа, начинает новую жизнь в другой физической форме или теле после биологической смерти. Воскресение, оно же воскрешение, это аналогичный процесс, предполагаемый некоторыми религиями, в котором душа возвращается к жизни в том же теле. Это тоже важно запомнить. В большинстве верований, связанных с реинкарнацией, душа рассматривается как бессмертная, и единственное, что становится бренным, это тело. После смерти душа переселяется в нового младенца или животное, чтобы снова жить. Термин «переселение душ» означает переход души из одного тела в другое после смерти. Подведем итоги. Воскрешение – это когда душа возвращается, или можно сказать, возрождается в своем собственном теле, а реинкарнация – душа возрождается уже в другом теле. И так получается, что Эдо Тенсей не совсем возрождение. Хотя не зря его называют нечестивым, и для него нужна ДНК человека, которого хочешь воскресить. Сделаем небольшое допущение и не будем докапываться до этого термина. Пусть эта техника будет называться как хочет. Хотя в Наруто говорится, что Эдо Тенсей это не совсем воскрешение, а скорее призыв души в сосуд. А вот воскрешение с помощью Ренигана это уже настоящее воскрешение. И только сейчас я понял, что Мадара немного прочитался. Мы видели, как работает техника божественного воскрешения, она же Рина Тенсей, на примере Наката, который и должен был воскресить Мадару. И вот в чем просчет. Душа Мадары после Рина Тенсей должна была вернуться в его тело, но его тело вроде как уже разложилось, и ему по идее возвращаться уже некуда. Итак, а теперь я плавно подошел к логической ошибке. В сюжете Наруто я заметил несколько сюжетных несостыковок, и все они допущены именно в момент Четвертой мировой войны Шиноби. То есть Четвертая мировая война Шиноби портит всю концепцию мира Наруто, которая до сих пор работала и не противоречила самой себе и логике. Кабуто не мог воскресить Мадару, а Арчимара Хашираму, так как Хаширама это душа Асуры, а Мадара это душа Индры. Ни души Асуры, ни души Индры в загробном мире нет. А следовательно, если душа запечатана или не находится в загробном мире, воскресить человека не получится. А на данный момент и душа Асуры, и душа Индры находятся в теле Наруто и Саски соответственно. Концепция реинкарнации заключается в том, что именно душа перерождается в новом теле с новой личностью. А для Эдо Тенсей нужна именно душа, а не личность человека. Теперь давайте я вам покажу. Вот это загробный мир. Вот это бог смерти. А вот это мир живых. А вот это вообще чистилище, и оно, кстати, в Наруто тоже есть. Там находился отец Какаши, Хатаки Сакума, и сам Какаши после своей смерти во время нападения Пэйна на Каноху. Но это не важно. Хотя я не знаю, может ли Эдо Тенсей воскресить тех, кто находится в чистилище.
Итак, продолжим. В один момент Индра и Асура появляются на свет, проживают свою жизнь и отправляются в загробный мир. После некоторого времени и Индра, и Асура перерождаются в виде Мадары и Хаширамы. Хоть внешне они выглядят иначе, и личности у них другие, но это все еще душа Индры и душа Асуры. Если вы не согласны с этим, типа личности-то у них другие, а значит и души другие. Вот мой пример. Человек очень сильно ударился головой и лишился воспоминаний навсегда. Родители данному человеку спустя время говорят, что твоя личность после амнезии очень сильно изменилась. Так как личность строится из наших воспоминаний, пережитых эмоций, а также полученного жизненного опыта, если лишить человека воспоминаний, то личность человека построится уже на основе новых воспоминаний. И вот философский вопрос, перед нами все тот же человек или другой? Ведь тело остается прежнее, да и душа вроде как не покидала тело, а значит тоже прежнее, а вот личность уже другая. Продолжим. И вот спустя время погибает Хаширама, и его душа Асура отправляется на тот свет. А вот Мадара с душой Индры задерживается ненадолго в мире живых, пережив Табираму, но в конечном итоге тоже оказывается в загробном мире. Хотя тут у меня в момент написания сценария для видео возник вопрос. После смерти Мадары Обита практически сразу отправляется к Нагата, чтобы основать Акацуки, но ему мешает Яхика. И вроде как Обита отправляется следить за Кушиной, потому что вот-вот должен родиться Наруто. А мы помним, что в момент нападения Курамы на Каноху Саски было уже несколько месяцев, и его держали на руках Итачи. Нужно, пожалуй, уточнить дату смерти Мадары. А не получилось ли так, что Мадара умер после рождения Саски? И в этом случае Саски вообще не мог быть реинкарнацией Индры, так как душа Индры находилась в теле Мадары. Хотя нет, пацаны, расходимся. Мадара умер за год до рождения Саски. Ну, по крайней мере, так говорит сайт Школа Техник Наруто. Все норм, допустим, это правда. Далее душа Индры, спустя год после смерти предыдущего тела, перерождается в Саски, а через несколько месяцев душа Асуры перерождается в Наруто. При этом душа Минато запечатывается в Боге Смерти. Около 14 лет спустя, в 71 серии первого сезона, Орочимару воскрешает Хашираму и Табираму, но при этом не может воскресить Минато, так как душа Минато не в загробном мире, а в животе у Бога Смерти. И по идее Хаширама тоже не мог воскреситься, так как это Асура, и в данный момент Асура это Наруто. Но в момент написания манги автор Масаси Кисимото, скорее всего, не подозревал, что в будущем из них сделает реинкарнацию Индры и Асуры. Да и вообще в голове у него, скорее всего, даже не было мыслей ни про Кагую, ни про Хагарома, ни про Индру и Асуру. И вот первая логическая ошибка. После чего Хирузен запечатывает Табираму и свою душу в Боге Смерти. Но Хаширамы там не могло быть. Я же говорил, что 4-я война Шиноби ломает всю логику сюжета. Так как мы именно в этой сюжетной арке узнаем про Индру и Асуру, и что Наруто и Саски, а также Мадара и Хаширама, их воплощение. Воплощение — это, кстати, синоним слова реинкарнация. А реинкарнация — это сам процесс перерождения души в новом теле. А также реинкарнациями можно назвать новые тела души. Типа первая реинкарнация, вторая реинкарнация, третья и так далее. Это я так, на будущее говорю, чтобы вы не придрались к слову воплощение. Теперь переносимся в момент 4-й войны Шиноби, где в загробном мире поднакопились души для Эдо Тенсей. Как будто их всех воскресил, и в ходе войны некоторые души смогли вернуться обратно, кому-то удалось избавиться от контроля, а Итачи вообще снял технику, и все души вернулись в загробный мир. Кроме Мадары, который каким-то способом знал нужные печати, чтобы разорвать контракт. Как это удобно для сюжета. А что, так можно было, что ли? Тогда почему, когда Орочимару воскресил Табираму, создателя этой техники, он не воспользовался этими печатями? Тогда бы Хирузен был бы жив. А Хаширама вообще не мог быть воскрешен, так же, как и Минато. Табирама — величайший шиноби, и душа у него тоже сильная. Он жил в период постоянных войн, а воли полностью он не был лишен. Вон, более слабые души во время войны выходили из-под контроля. А это сам создатель этой техники, который знает все нюансы, знает, на чем основана эта техника, который провел множество экспериментов для создания этой техники. Он уж точно должен был выйти из-под контроля Орочимару. Хоть Орочимару и усовершенствовал эту технику, скажем, пропатчил, Табирама-то знает фундамент этой техники, и ему никакие патчи от Орочимару не помешают. А также Табирама был не глупым и понимал, что спички детям не игрушка. Передайте тому, кто использовал технику, что спички детям не игрушка. Эдо Тенсей, развейся! Не зря же он стал Хокаге и придумал множество техник. И по-любому бы оставил лазейку, чтобы не случилось так, как это случилось с Мадарой. И на момент своего второго воскрешения он должен был вообще загнать Мадару обратно в загробный мир, хоть он и был слабее. Да он постоянно всех учих подозревал в заговоре, и Мадаре он тоже не доверял. А Мадара был учихой, и мог бы легко скопировать печати для этой техники при помощи Шарингана. По-любому, если бы были бы такие риски, что воскрешенный может выйти из-под контроля, он бы унес эту технику с собой в могилу.
Да и к тому же, как Мадар мог узнать эти печати, если не у самого Тобирамы? Итак, вернемся к основному рассуждению. Кабуто воскресил множество душ шиноби, а Итачи вернул все эти души обратно, в загробный мир. А вот Мадара не захотел возвращаться, но дело в том, что Кабуто изначально не мог воскресить Мадару по вышеназванной причине, потому что душа Мадары — это душа Индры, и сейчас она уже на поле боя в теле Саски, и тоже можно сказать про Хашираму. И да, кстати, в этот момент Орочимару освобождает души предыдущих Хакаг и воскрешает их, но не может воскресить Хашираму, так как его душа Асуры все еще находится в теле Наруто. А для воскрешения душа должна быть в загробном мире. Итак, почему я решил, что Наруто и Саски это Индра и Асура? Так про это говорит Хагорома в 420 и в 421 сериях 2 сезона. А пускай он и вам расскажет. Чтобы не было претензий, что типа перевод неправильный, я покажу сразу несколько озвучек. 2x2. Ты мой сын, сын Асуры. Прямо сейчас очень многие события сложились так, как надо. Мне нужно тебе кое-что поручить. Асура? Поручить? Слушай, не обижайся, но перестань нести чушь и дай мне отсюда выбраться. Мне жаль, но это не от меня зависит. Все зависит от действий тех, кто снаружи. Сейчас же я только могу тебе кое-что доверить. Мы вернулись к тому, с чего начали. Я тебя снова не понимаю. Сейчас я с тобой говорю прямо. Спешка ничего не изменит. Так что послушай меня. Нет, ты должен послушать. Для начала я расскажу тебе о моей матери и сыновьях. Моя мать, Кагуя Ао Цуцуки, пришла на вашу землю из далекого места в поисках плода небесного дерева. Плод чакры того самого растения, которое ты видел в этой войне. Кагуя съела плод, получила силу и завоевала эту землю. А откуда тогда пришла Кагуя? Она сильнее тебя? Видимо, все мамы страшны, когда злятся. Важно не то, откуда она пришла. Да, мать была сильна. Сильнее, чем кто-либо еще. Некоторые называли ее богиней кролика, а другие — демоном. И те, и другие ее почитали и боялись. Позже Кагуя дала жизнь 2 детям. Я был одним из них. Мы с братом боролись с воплощением небесного дерева, 10-хвостым, чтобы искупить преступления, совершенные матерью. Я получил силу этого дерева. Небесное дерево, у которого украли плод чакры, впало в ярость, пытаясь его вернуть. Уже потом, много-много позднее, у меня тоже появилось 2 сына. Я назвал старшего Индрой, а младшего Асурой и показал им путь ниндзя. Но между ними была очень большая разница. У одного были мои гены и моя чакра, а у другого нет. Это проявилось самым ужасным образом. Мне снова становится сложновато тебя понимать. Что все это значит? Если коротко, то был особенный старший брат Индра и обычный младший брат Асура. Он был обычным, да? Даже несмотря на то, что его папа был мудрецом 6 путей. Может быть, мне и не стоит тебе это говорить, но неважно, насколько особенные у тебя родители. Нет никаких гарантий, что ты унаследуешь их способности напрямую. Звучит знакомо? Кажется, в твоем случае все именно так и произошло, Наруто. Да, понимаю на все 100%. Ты правда очень похож на Асуру. И в твоих действиях в том числе. Что? При чем тут мои действия? Индра и Асура пошли очень разными путями в жизни. Старший брат Индра с рождения овладел мастерством видения. Его называли гением. Он всегда все делал сам. Он полагался лишь на свою силу, и в итоге пришел к пониманию, что его силы отличались от остальных, были особенными. Он решил, что силой можно добиться всего.
другой же стороны, у младшего из братьев Асуры жизнь с самого начала складывалась не особо удачно, и он ничего не мог сделать сам. Чтобы получить ту же силу, что и у его брата, ему, вдобавок к его стараниям, всегда нужна была поддержка других. С помощью упорных тренировок он пробудил в своем теле чакру и достиг силы соразмерной силе брата. Он понимал, что стал таким лишь благодаря помощи и поддержке окружающих. Он почувствовал любовь к другим, что появлялась, когда он о них думал. Он решил, что с помощью любви можно достичь всего. Я видел добрый знак в том, как хотел жить Асура. Я разделил силу Десятихвостого во мне, дал каждой части имя, и мне казалось, что именно связь, называемая взаимопомощью, и являлась настоящей силой. Потом я дал Асуре звание лидера и защитника пути ниндзя. Я надеялся, что Индра будет помогать своему младшему брату. Но нет. Индра не смог принять мое решение. И именно с того самого дня разгорелась бесконечная вражда. Даже после гибели их плоти, чакра, которой оба владели, продолжает жить и реинкарнировать снова и снова. Жутковато. Звучит так, словно в тебя дух вселяется, и их чакра и сейчас в ком-то сидит. Она в тебе, Наруто. Младший сын Асура переродился в тебе. Младший сын Асура переродился в тебе. Я ясно вижу в тебе чакру Асуры. Она в тебе. Жутковато. И поскольку ты не удивлен, значит, ты уже почувствовал присутствие Асуры внутри себя. Так я и думал. Тогда ты уже должен знать, в ком переродился старший брат Индра. Саски. Значит, внутри него... Я прав? Мудрец 6 путей. Твой старший сын Индра переродился в тебе. Я ясно вижу в тебе чакру Индры. Она в тебе. И поскольку ты не удивлен, значит, ты уже почувствовал присутствие Индры внутри себя. Как я и думал. Тогда ты уже должен знать, в ком переродился младший брат Асура. Наруто. Я прав? Верно. Ты почувствовал это. А были другие перерождения, кроме меня и Саски? Что стало с ними? Первыми перерождениями были Сенджу Хаширама и Учиха Мадара. Хаширама Асура, Мадара Индра. Ты знаешь, чем это кончилось. Однако еще до своей смерти Мадара создал большую проблему. Мадара настолько был одержим жаждой силы, что украл частицу Хаширамы, что в результате привело, если кратко, к слиянию части чакры Асуры с чакрой Индры. А это, в свою очередь, привело к получению энергии моей собственной чакры. Так он пробудил Риннеган.
Я всегда знал, что рано или поздно среди реинкарнаций Индры появится такой человек. Поэтому я оставил каменную плиту, в которой описал, как с этим справиться. Но никто не понял ее смысла. Дедуля мудрец, значит, ты все это время наблюдал за соперничеством сыновей? Да, именно так. Вот как. Ниншу, мое учение ниндзя, гласит, что чакра — это сила, связывающая людей. Я и теперь уверен, что чакра не должна служить наращиванию силы одного человека. Крах. Мадара — яркий тому пример. Он стал подобен моей матери, Кагуе. Поскольку он уже не воплощение Индры, он заполучил силу Десятихвостого и стал похож на меня, но он хочет обладать силой Кагуи. Вечная Цукуйоми не просто погрузит всех в гензюцу. Это гензюцу погрузит всех в сон, а тот, кто его создал, сможет высасывать из вас силу. Вас прикрепят к ветвям божественного древа, и вы станете вечными рабами. Мать обладала силой Шарингана и Бьякугана. И она уже однажды применила Цукуйоми против людей. Это было ужасно. Если вся чакра снова будет собрана в одном человеке, созреет новый плод чакры. Это нужно предотвратить любой ценой, иначе миру придет конец. Я хочу, чтобы ты остановил Мадару. В отличие от прошлых перевоплощений, ты глуповат. Но в этом есть свое преимущество, ведь ты непредсказуем. Спустя столько лет после смерти ты все еще пытаешься спасти этот безумный мир. И веришь в нас. Спасибо. Не благодари. Я этого не заслуживаю. Если нынешний мир желает идти путем Индры, или вернее путем моей матери, это естественный путь развития, я эгоистично мешаю этому и иду против него. Анилибрия. Ты напоминаешь мне моего сына, Ашуру. Даже после их смерти, две противоборствующие чакры продолжали путешествовать сквозь время. Бесконечно. Кажется, будто их души еще не успокоились. Аж мурашки по коже. Значит, их дух продолжает жить в ком-то до сих пор? В тебе, Наруто. Младший брат Ашура переродился в тебе. Младший брат Ашура возродился в тебе. Я вижу ее. Чакру Ашуры, горящую синим огнем внутри тебя. Я понимаю. Ты, похоже, совсем не удивлен. Ты чувствовал, что чакра Ашуры находится внутри тебя? Так и знал. Думаю, тебе известно, кто стал воплощением второго брата Индры. Саски. Старший брат Индра возродился в тебе. Я вижу ее, чакру Индры, горящую синим огнем внутри тебя. Ты, похоже, совсем не удивлен. Ты чувствовал, что чакра Индры находится внутри тебя? Так и знал. Думаю, тебе известно, кто стал воплощением второго брата Ашура. Наруто. Я прав? Да.
Ты абсолютно... Уверен, что мы с Саски не первые. До нас наверняка были другие. Расскажи мне о них. Первым воплощением братьев были Санджу Хаширама и Учиха Мадара. Хаширама стал Ашурой, Мадара стал Индрой. Ты знаешь, чем все закончилось. До того, как Мадара перестал быть воплощением, он кое-что сделал. Мадара так сильно возжелал могущества, что забрал часть силы Хаширама. Другими словами, чакры Индры и Ашуры объединились в его теле и подарили ему невероятную силу. Таким образом, он смог приблизиться к силе моей собственной чакры. Тогда он пробудил Рененган. Мадара живое тому доказательство. Он похож на Кагу. Он больше не воплощение Индры. С помощью хвостатых он сравнялся со мной. И теперь хочет стать сильнее, чем сама Кагу. Бесконечная Цукиёми, жуткое гинзюцу разрушения. Анидап. Ты тень моего сына, Ашуры. Ладно, все на своих местах. Даже после смерти их тел, их чакра продолжала перерождаться, не теряя своей силы. Снова и снова. Звучит так, будто на тебя охотится призрак. Жуть какая. Значит, кто-то унаследовал эту чакру, да? Это ты, Наруто. Что? Ты реинкарнация младшего брата, Ашуры. Младший брат Ашура переродился в тебя. Я отчетливо вижу его чакру внутри тебя. А что если... Ты не выглядишь удивленным. Быть может, ты уже давно ощутил присутствие Ашура внутри себя? Я так и думал. Тогда ты уже знаешь, в кого переродился старший брат Индра. Саски. Эпизод 421. Мудрец шести путей. Старший брат Индра переродился в тебя. Я отчетливо вижу его чакру внутри тебя. Ты не выглядишь удивленным. Быть может, ты уже давно ощутил присутствие Индры внутри себя. Я так и думал. Тогда ты уже знаешь, в кого переродился младший брат Ашура. Наруто. Я прав? Да. Ты почувствовал это. Выходят, есть и другие реинкарнации, помимо меня и Саски. Кто они? Первым поколением стали Хаширама Сенджу и Мадара Учиха. Хаширама был Ашурой, а Мадара Индрой. Ты уже знаешь, чем все закончилось. Однако прежде чем Мадара умер, он успел создать нам проблему. Он был так поглощен силой, что украл ее частью Хаширамы, что вызвало слияние части чакры Ашуры с чакрой Индры. И результатом стало появление моей чакры. Да. Он пробудил Риннеган. Я всегда знал, что появится такой человека. Мадара тому пример. Он стал таким же, как моя мать, Кагуя.
Теперь он не реинкарнация Индры. Он обрел силу Десятихвостого и стал почти так же силен, как и я. И он пытается обрести силу моей матери. Хотя они часто добавляют от себя, так что останавливаться на этой озвучке не будем. Это перебор, не думаешь? Пришелец, ты серьезно? Буга-гага. Вот оно, идеально! Вообще шикарно! Итак, во всех версиях прозвучало слово реинкарнация. В дважды два Хагорома вообще называет Наруто своим сыном Асурой. В Анилибрии говорит, что напоминает сына Асуры. А в Анидаб Хагорома вообще называет Наруто тенью Асуры. И я бы сказал, это обидно. Звучит как оскорбление. Дальше звучит что-то про перерождение чакры Индры и Асуры, и что в Наруто переродилась чакра Асуры. В следующем предложении звучит, что Наруто уже реинкарнация Асуры. Я думаю, в этот момент до автора Масаси Кисимото дошло, и он решил скрыть сюжетную дыру, начав говорить о перерождении чакры и бла-бла-бла-бла-бла. Ну-ка, Сакура, объясни, что такое чакра. Я объясню это просто. Чакра — это энергия шиноби, необходимая для выполнения техник. Эта энергия состоит из двух частей. Энергия тела, которая находится в каждой из миллионов твоих клеток, и духовной энергии, накапливающейся путем тренировок и с ростом жизненного опыта. Так, в основном, выполнение техник производится путем вывода наружу и высвобождения этих двух энергий. Это называется высвобождение чакры. И это делается с помощью специальных знаков руками. Замечательно. Значит так, послушайте. Как ранее сказала Сакура, чтобы высвободить чакру, необходимо вывести наружу физическую и духовную энергию и смешать их вместе в вашем теле. И в зависимости от того, какую технику вы используете, тип и количество высвобождаемой чакры может быть различным. Вы, парни, еще пока не используете чакру эффективно. Даже если вы и можете высвобождать большое количество чакры, если вы не контролируете ее, то техника будет ослаблена или вообще не сработает. И расход вашей энергии будет причиной того, что вы не сможете долго вести нормальный бой. А теперь объясни мне, что такое чакра. Это элемент жизненной энергии, используемый для воплощения дзюцу. И искусство ниндзя — это соединение энергии из каждой клетки тела с духовной энергией, что усиливается благодаря тренировкам и опыту. Чтобы применить чакру, ниндзя делает определенные знаки руками, позволяющие ему выполнить сложные дзюцу. Да ты просто читаешь! Как вы уже поняли, чакра — это энергия, которая нужна для кастования ниндзюцу. Ну типа как мана у мага, чакра у шиноби. И она генерируется в теле путем соединения физической и ментальной энергии. И она может закончиться. И тогда шиноби не сможет использовать ниндзюцу. И если предположить, что в Наруто переродилась только чакра Асуры, а не его душа, то Наруто давно бы ее потратил, а новой чакре Асуры неоткуда взяться, ведь для ее генерации нужен сам Асура. И, по идее, чакра может содержать часть души владельца? А иначе как Наруто мог поговорить с Кушиной? И да, кстати, когда чакра Кушины закончилась, Кушина исчезла, и хоть чакра Кушины была запечатана в Наруто, он ее не смог генерировать, потому что самой Кушины давно нет. А значит, и чакру Асуру Наруто не смог бы генерировать без самого Асуру. Да и к тому же, во время битвы с Десятихвостом, 365 серия, Наруто раздает свою чакру всем шиноби. И можно ли их назвать реинкарнациями Асуры, пока в них находится чакра Асуры? Ведь чакра Наруто — это чакра Асуры, а следовательно, это нелогично. И пока я писал сценарий для данного видео, я пересмотрел некоторые серии и нашел еще одну несостыковку. Для того, чтобы пробудить Риниган, нужна чакра Хагорома. Если соединить чакру Индры и Асуры, то получится чакра Хагорома. Вроде бы таким способом и пробудил в себе Мадара Риниган. Только вот в себе он соединил только клетки Хаширама, но не чакру. Ведь чакра — это составляющая из двух видов энергии, физической и ментальной. Ментальную энергию еще можно назвать духовной. Допустим, физическую энергию он получил от этих самых клеток, но где взять духовную энергию Хаширама? А она, я напоминаю, нужна для получения чакры. Ведь душа Хаширама уже мертва, не генерирует духовную энергию. Ну, по крайней мере, здесь, в мире живых. А вот Саски тогда, по идее, должен был пробудить Риниган еще до того, как ему явился Хагорома. Ведь в 380 серии Наруто передал свою чакру и Саски тоже для защиты от Десятихвостого. А следовательно, и чакра Индры, и чакра Асуры соединились, и условия для пробуждения Ринигана выполнены?
Ну ладно, предположим, что Наруто передал не только свою чакру, ведь из-за того, что он Джинчурики Девятихвостого, его чакра смешалась с чакрой Курамы. И поэтому он не может жить без Девятихвостого внутри себя. А следовательно, Саски получил чакру Асуры, смешанной с чакрой Курамы. И, наверное, чакра Курамы помешала пробудить Ринган. Ну ладно, до этого докапываться не буду. И почему Саски пробудил Ринган в одном глазу, а не в двух, как Мадара? Тогда бы второй глаз с Риниганом не смог бы попасть в Обита через Нагата. А у Нагата был бы один глаз обычный, а другой с Риниганом. И сильно наблюдательные сразу поняли бы, что Нагата подделка, ведь только носитель Шарингана может пробудить Риниган. А второй-то глаз обычный. Как удобно для сюжета. Кстати, если что, у Обита был один глаз с Риниганом, а другой с Шаринганом, потому что он заменил отсутствующий глаз, который был у Какаши, Риниганом. Предположим, что душа Асуры вселяется в Наруто в момент его рождения. Из объяснения Хагорома можно подумать и так. Тогда и Хаширама, и Наруто могут находиться одновременно на поле боя. Но только это не реинкарнация, а всего лишь вселение, или правильнее сказать, одержимость духом. И Хагорома должен был сказать Наруто так. Наруто, ты одержим духом моего сына Асуры. А еще ты тень Асуры. Ладно, хватит шуток. Или предположим, что душа Асуры всего лишь находится в теле Наруто, как душа Девятихвостого. Но тогда Наруто по-прежнему не реинкарнация Асуры. И раз душа Курама находится в Наруто и его называют Джинчурики Девятихвостого, то так как внутри него находится и душа Асуры, то он Джинчурики Асуры. Хорошо, в Наруто находятся две души. Асуры и его самого. Поэтому его называют реинкарнацией Асуры. Допустим. Но не забывайте про душу Курама, которая тоже находится внутри Наруто. Тогда по этой же логике Наруто можно назвать реинкарнацией Девятихвостого. И вообще, Наруто постоянно общается с Курамой. И с Асурой он, по идее, должен был также общаться. Ну, по крайней мере, заметить его. Но это нигде не показывается. Так что и этот вариант тоже отпадает. Вы также можете сказать, что Мадара перестал быть воплощением Индры в момент соединения в себе клеток Хаширамы. Ведь так говорит старик Хагорома, и то же самое он сказал и Хашираме, что он больше не является воплощением Асуры. Но дело в том, что они действительно перестали быть воплощениями после своей смерти. То есть, когда душа Асуры переродилась в Хашираме, он стал первым воплощением Асуры. Но когда душа Асуры покинула тело Хаширамы, он перестал быть воплощением Асуры. Но душа может покинуть тело только в случае смерти физической оболочки. Поэтому Мадара либо был изначально воплощением Индры, либо изначально не был воплощением Индры. Допустим, что Мадара перестал быть воплощением Индры после пересадки клеток Хаширамы. Значит, душа Индры покинула это тело. Допустим, это возможно, ведь Индре неведомо никакие правила, и он будет делать, что захочет. А кто тогда остался в теле Мадары? Ведь реинкарнация — это переселение души в новое тело. А следовательно, после того, как Индра покинул тело Мадары стало пустой физической оболочкой. Или, иначе говоря, живым трупом. Потому что реинкарнация — это переселение души из одного тела в другое, после смерти. И подразумевается, что тело, он же сосуд, должен быть пустым, без другой души. То есть в таком случае Мадара не смог бы жить дальше, так как в его теле была всего лишь одна душа, и это перерожденный Индра. Если в теле было две души, то это уже не перерождение, а одержимость духом. Так как Индра завладел телом Мадары, опять несостыковочка. Да, кстати, кто-то скажет, что Минато разделил душу Курамы на две части, на инь и янь. А почему ты думаешь, что душа Мадары, она же душа Индры, не была разделена на две части, и одна из этих частей у Саски, а другая у Мадары? Ну, во-первых, у Минато разделить душу Курама получилось с помощью специальной техники запечатывания клана Узумаки. И цена запечатывания — это жизнь запечатывающего, и запечатал он ее в себе. А я напоминаю, что то же самое нужно сделать и с душой Асуры в Хашираме. Это две жертвы. Но после запечатывания душа запечатывается в боге смерти, и с помощью Эда Тенсей воскресить их по-прежнему нельзя. Да, их можно освободить из живота бога смерти, но нужны еще две жертвы. Техника бессмертия была разработана Орочимару намного позднее. Да и вряд ли бы он поделился этой техникой. И все равно нужна жертва, чтобы душа Орочимару переселилась в новый сосуд. Да, тут очень кстати белый Зетсу, но их тоже не было при жизни Хаширама. Так что нужно 4 жертвы для разделения их души, и еще 2 жертвы для воскрешения. Но тут возникает вопрос, зачем это вообще делать? Да и никому не известно, что это воплощение Индры и Асуры. А тем более, кто знает, что все это нужно, чтобы в будущем их воскресить для того, чтобы разрушить весь мир. Во-вторых, душа делится на инь и янь, на белый и черный, на добро и зло. А следовательно, либо воскрешенный Мадара злодей, Саски добряк, либо Саски злодей, воскрешенный Мадара добрый. Воскрешенного Мадару добрым не назовешь. Он злодей, следовательно, он инь души Индры.
Но Саски недобрый. Хоть и злодеем его тоже совсем назвать нельзя, но он скорее злодей, чем герой. Он явно не янь души Индры. А что же Асура? Ну, то же самое. Либо Наруто злодей, а воскрешенный Хаширама благодетель, либо воскрешенный Хаширама зло, а Наруто добро. Но и тут они оба на светлой стороне. Но они оба не могут быть янь души Асуры, так что теория опровергнута. То есть получается все-таки и Саски, и Наруто это реинкарнация Индры и Асуры. А Мадара и Хаширама не могли быть воскрешены, так как души Индры и Асуры уже в новых оболочках, а для воскрешения нужно вернуть душу обратно, и для призыва души те же правила. А следовательно, чтобы воскресить Мадару или Хашираму, и Саски, и Наруто на момент воскрешения должны быть мертвы соответственно. И при этом души Индры и Асуры не должны успеть переродиться в новом теле, а иначе опять ничего не сработает. И как можно было бы избежать этой большой логической ошибки, допущенной в сюжетной арке про 4-ю войну Шиноби? Ну, мудрецу Хагароме можно было бы не говорить, что Мадара и Хаширама это воплощение Индры и Асуры. И все, логика не нарушена, и сюжет не рушится прямо на глазах. Ну, или путешествие во времени. Они не нарушают концепцию перерождения, то есть если Хашираму и Мадару воскресить в прошлом, еще до рождения Наруто и Саски, переместить в будущее, то в принципе и Хаширама и Мадара могут одновременно находиться с Наруто и Саски в одном времени. И это при условии, что души потом будут возвращены в прошлое, еще до рождения Саски и Наруто, и техника будет снята. А иначе возникает временной парадокс, и Наруто и Саски не смогут родиться. А можно наоборот, воскресить Хашираму и Мадара в будущем, при условии, что они не успели еще в кого-нибудь реинкарнировать. В таком случае, это не помешает рождению Саски и Наруто, но при этом возникает другой временной парадокс, где они изменяют прошлое, и их поэтому нельзя будет воскресить в будущем, так как будущее, где их воскресили, не будет существовать. Хотя это действие может создать параллельную вселенную, и там может возникнуть еще больше сюжетных дыр. Короче, чтобы сюжет не противоречил сам себе, либо Мадару и Хашираму нельзя было бы воскресить, либо они не реинкарнации Индры и Асуры. А на этом я завершаю свои размышления. Кстати, для тех, кто считает, что так и должно быть, и нет никаких сюжетных дыр, тогда вот еще одна. В момент монтажа я обнаружил еще одну несостыковку в сюжете. Опять-таки это касается Эда Тенсей. То есть получается, воскрешенная душа принимает облик воскрешенного при жизни. Я бы сказал, что облик принимает тот, который был в последний момент перед смертью. В том числе и все умения сохраняются, поэтому воскрешенный Минато является Джинчурики Девятихвостого. А им он стал прямо перед смертью. А воскрешенный Нагата не может самостоятельно передвигаться и имеет седые волосы, которые он получил перед самой смертью. И поэтому и воскрешенная Хирузен, и воскрешенная бабушка Чио имеют облики стариков, так как умерли в старости. А Хаку очень молод, так как умер в молодости. Ну, пока что все логично. Но только вот почему Мадара умер стариком, а его воскресили в молодом облике? Опять логическая ошибка. Ну, конкретно про данный случай я разберу в следующем видео, так что не пропустите. И поначалу я не стал добавлять, но сейчас тогда добавлю. Почему Карама выглядит так? А Гьюки так. Но Наруто в режиме хвостатого зверя выглядит так. А Киллер Би в режиме хвостатого зверя выглядит так. Почему Курама весь светится как неоновая вывеска? Это потому, что Наруто реинкарнация Индры? Тогда почему Курама Минато тоже так выглядит? Минато-то обычный, он не реинкарнация? Нет, я нашел информацию на фандоме, что Девятихвостый имеет уникальную трансформацию, и это режим чакры Девятихвостого. Но ведь эта форма вроде как касается только Джинчурики? Или формы Девятихвостого тоже касается? Напишите в комментариях, если кто знает. Ну ладно, может я что-то не так понял, конкретно в этом вопросе я не силен, и докапываться до формы я больше не буду. Но мне кажется, что тут опять сюжетная несостыковка. Ух, и много же мне, наверное, фанаты Хэта напишут в комментариях. Да ты не разбираешься, да ты не знаешь, да что это за чушь и прочее. Но я говорю, что вижу. Хорошо, я не утверждаю, что я прав. Может быть, на самом деле я ошибаюсь. Но тогда приведите аргументы, и если они будут убедительны, хорошо, я приму вашу сторону. И даже, может, если комментариев будет очень много, выпущу второе видео, где я разберу свои же ошибки. Также у меня есть много различных мыслей, которые я еще не озвучивал. Если данное видео наберет много лайков, может быть, сделаю еще что-нибудь подобное. Если есть идеи для видео, пишите в комментариях, я обязательно прочитаю. Ну а на этом я вынужден попрощаться с вами. До встречи в следующих видео. С вами был Роман Раскольников. Всем пока.